Доброй ночи, друзья. И тем, кто не спит, тоже доброй ночи. Я решила снять цикл программ, сама беседуя с вами тет-а-тет, который будет помогать вам как-то понять магию, что это такое, что это за мир таинств и так далее и тому подобное. Я не преследую цели вас чему-то обучить, потому что обучаю я только тех, в ком уверена, у кого есть эта сила, кому дано, разрешено изучать и познавать то, что не разрешается познавать многим. Однако наступает такой век, эра магии. Когда-то в средние века магия преследовалась, уничтожались люди, которые могли многим помочь, которые знали древние навыки врачевания и так далее и тому подобное. Этих людей уничтожили практически. Правда, не все там были колдуны, основное количество были неугодные просто. Либо богатые люди, чье имущество церковь брала себе после их казни. Но в любом случае это нанесло большой урон, потому как колдовские сообщества начали исчезать, либо начали встречаться тайком. Отсюда и появился древний колдовской алфавит. Если вы знаете, есть такой алфавит, пишется абсолютно перевернутом виде, для того, чтобы обыкновенный читающий человек не понял ничего в этих письменах. К сожалению, в наше время очень многие превратили магию в коммерцию, сами не понимая, что они потом будут наказаны, но от этого нам, знаете, ни жарко, ни холодно, потому что очень много людей обманывается. Многие, конечно, сами виноваты, что обманываются, но многих, не очень знающих магию людей обманывают. Вот моя программа, мой цикл программ будет называться «Ведьмина изба». Почему я сама снимаю эту программу, объясню. Очень просто. Во-первых, потому что не хочется беспокоить кого-либо по ночам, чтобы сидели и снимали. В данный момент вот час ночи. Почему по ночам снимается? Потому что, во-первых, ночь – это наше время, наша стихия, мы ночью активные, сами знаете. Хотя и мы днем можем и не такое отчебучить, но в любом случае мы предпочитаем работать ночью. Во-вторых, с таким графиком, с такими нагрузками не всегда успеваешь днем делать то, что хотелось бы, и вот откладывается на ночь все. И далее, так как очень много появилось моих клонов, очень много появилось товарищей, которые хотят заработать легкие деньги через мои ритуалы и фотографии, я, конечно, захотела все-таки немножко больше о себе рассказать, потому что меня вынудили просто-напросто стать более общественной, что ли, не знаю, как вам правильно сказать. Вы знаете, вообще в жизни все, что творится, все к лучшему. Нет проблем, есть новые возможности. Вот крадут мои фотографии, это проблема. Однако эта проблема вынудила меня, например, не лениться снимать цикл программ, показать, проявить себя, объявить о себе, чтобы обычные люди все-таки где-нибудь меня увидев, уже не поведутся на эти фотографии, которые на самом деле мои, но почему-то под разными именами. Они не стоят того, чтобы мы на них время тратили. Давайте перейдем непосредственно к делу, к сути. Но для начала я вам покажу. Я немножко так оформила. Все-таки не только послушать, но и посмотреть иногда хочется эту работу и вообще стиль нашей жизни, да, образ жизни ведьм. Хотя он тяжелый, но мы не жалуемся, у нас выбора нет. Толку нет жаловаться. Итак, друзья, сейчас очень много сайтов, где говорится о магии, какие-то услуги предлагаются и так далее и тому подобное. Вот я хочу вас научить, как отличить сайт профессионала от сайта афериста. Значит, начнем. Во-первых, вообще хочу сказать, что вот
как у меня появился сайт, как я начала свои фотографии выставлять, снимать видео, очень много появилось копирующих практически мою жизнь, мою историю людей. Правда, они немножко меняют, и в любом случае они не будут мной никогда, и поэтому все равно сквозь их строки выскальзывает это, знаете, желание заработать деньги, а не умение чего-либо, и о знаниях уж молчу. Так вот, значит, бесконечные сайты. Приворожу, помогу. Первое дело. Вот как только вы читаете слово «приворожу», стоп-кран включайте. Приворот – это самый ходовой товар в России, потому что очень много женщин говорят, что женщины 20 раз превышают мужчин, это так официальная цифра, может быть и больше, но если не забыть, что последние лет 50 войны бесконечные, да, уж Великую Отечественную не берем, то, естественно, мужчин стало меньше, а настоящих мужчин еще меньше. Из-за каждого алкаша, извиняюсь, идет целое сражение. Ну вот женщины бегут, знаете, привораживать свое счастье. Так вот, приворот, отворот, это уже говорит о том, что сайт аферистический. Вот я вас уверяю, потому что вы пойдете, обязательно заплатите и будете разочарованы. Человек, который занимается магией, который практикует магию, он не будет делать акцент на приворот и прочее. Он просто пишет о том, что он делает, а ты по своему желанию должен выбрать и понять, что тебе нужно в данный момент, и прийти за помощью. Это раз. С приворотом разобрались. Это просто рекламный ход, заманух. Понимаете, приворожу, отворожу, убью соперницу и нашлю на нее поносы и так далее и тому подобное. Следующее. Значит, идет пункт услуги. Может быть, кто-то по незнанию бывает, что пишет услуги. Знаете, мне когда сайт создавали, мне тоже так написали услуги, но я попросила это убрать, потому что я услуги не оказываю. Услуги оказывают абсолютно в другом месте, это сфера услуг, вы знаете прекрасно, а мы никому не служим. Мы помогаем, если мы хотим помочь, служат нам, если нам это нужно. Значит, услуги убрали. Цены. Цены не называются при всем народе. Кому-то я могу помочь абсолютно даром. У кого-то я возьму символическую плату, а кто-то должен в полной мере расплатиться, потому что натворил делов и теперь пусть расхлебывают. Понимаете? Цены, если написано цены, это уже все, бегите. Кроме того, сравните эти цены. 2, 3, 4 тысячи – это ерунда, это не практика. Не потому, что практик должен брать миллионы, нет, конечно, я вам еще раз говорю, я кому-то могу полностью помочь даром всю жизнь. Не в этом суть. Суть в том, что человек, который ставит такие цены, он просто заманивает клиентов, лохов. А потом он исчезнет, удалит сайт, там была Дарья, станет Марьей и так далее и тому подобное. И ищи, знаете, ветра в поле. Следующее. Помощь по почте, значит, отправляется, сейчас уже новая мода пошла, ритуалы, если вы сделаете так, как я вам говорю, у вас будет все хорошо и так далее. А что вам отправят, товарищи? Вам отправят читать 3 раза «Отче наш», 5 раз «Богородице», подпрыгни 50 раз, и все будет хорошо. Получилось у вас, совпало, что самовнушение сработало, может быть, что-то двинулось с места, да? Ура, мне помогли. Не получилось, извините, вы не совсем так соблюдали правила, которые я вам написал. До свидания и вообще, если уж подальше не послали. Это ерунда. Только непосредственно увидев человека, можно работать с ним. И очень-очень редко можно работать по фотографии, если человек далеко не имеет возможности приехать. И притом должен быть очень сильный практик, чтобы смог. Я редко берусь за это. Редко, если действительно очень просят, только тогда. Значит, дальше пошли. Когда сайт предлагает вам и привороты, и порчу, и снятие, и лечение, исцеление, все на свете, это аферизм. Человек ничего не понимает в магии. Следующее. Значит, акции. Какие-то действуют акции, какие-то скидки. Послушайте, вы не в супермаркете, и там не продают сыр
просроченный вам, чтобы назначать акции, знаете. Если уж даже магазины продают там по акциям, и то просроченный товар, который вот сегодня-завтра уже начнет пахнуть, уже продают вам по акции. Это ерунда полнейшая. Акции в колдовском деле. Далее. Обучение. Значит, обучать табунами могут только ради денег, выгоды люди, которые ничего не понимают в колдовстве. Обучаем мы за свою жизнь, может быть, одного человека, может, двоих. Очень редко, может, 5-6 человек, очень редко там бывает, что вот за жизнь так получилось, 5-6 человек обучили. Советы можем дать начинающим многим, хотя начинающие тоже настоящих очень мало. В основном те, которые мнят себя там колдунами, да. Но обучать табунами всех подряд по 500 рублей, по 5000 рублей, это невозможно. Это чушь. Значит, далее пункт. Скайп. Скайп. Значит, только живой разговор. Никаких скайпов не бывает. Ни в обучении, ни в очищении, ни в каких-то выходах астрал. Научу выйти в астрал. Всякая такая ерунда полнейшая. Что значит выйти в астрал? В астрал мы каждый день выходим, во сне всегда. Но если имеется в виду уровень более высший, такой астральный, да, так человек может оттуда не вернуться, если он переборщит с астралом. Умеет ли он выходить в астрал? Знает ли, что такое астрал? Готов ли, чтобы мы его отправляли в астрал? Это не Гагарин вам, товарищи, маги или как там вас. Следующее. Значит, обучение по скайпу, помощь по скайпу, консультация по скайпу. Это могут делать только люди, которые себя не уважают, либо не колдуют, никогда не знали, что такое колдовство, либо люди, у которых нету ни одного клиента. И вот им вынуждены сидеть сутками по скайпам, там разговаривать. Вы поверите, я вот к концу дня отключаю телефон, потому что у меня просто уже уши болят от этих звонков. И я так устаю, я хочу просто отдохнуть. Уж еще и пойти перед скайпом сесть, извините меня, ну, ерунда. Значит, далее. Вот обратите внимание на то, чем пользуются так называемые колдуны, да? Мои работы называются. Вот скажите, пожалуйста, как возможно колдовать, если рядом лежит икона, крест, значит, мусульманский какой-то атрибут с именем Аллаха, еще что-то, еще Будда еще стоит, еще чего-то. Этот человек никогда в жизни не колдовал и не умеет. Он просто бросает пыль в глаза. А может, он искренне верит, что он умеет колдовать. Может быть, такое тоже возможно. Человеку кажется, что он что-то там умеет. Какие-то там «Отче наш» прочитал, где-то выучил, «Аве Марию» читает, и вот тебе и на, он колдун. Или колдунь, или как там их. Далее, как называются сайты? Маг, значит, целитель, не знаю, какого поколения, с 50-го или там 70-го великий пророк и что-то в этом роде. Значит так, маг – это больше алхимик. Называли магами колдунов, да, в Европе, но некоторое время это больше похоже на волшебство, алхимия, знаете, перевоплощение чего-то в чего-то. Они в основном занимались тем, что пытались создать искусственное золото из разных металлов. Вот они маги. Когда говорят маг, мне это слово не нравится, потому что, может быть, это можно было бы воспринять как колдун, если бы не было столько магов. Вот когда их уже развелось по 1000 там, на квадратный метр, уже магами называть кого-либо, знаете, вот это же сразу ассоциации нехорошие. Далее, целитель. Целитель не может быть магом, потому что слово маг это уже подразумевает вот дебри тьмы, темная магия, черная, а целитель это исцеляющий, понимаете? Исцеляющий это в основном очень близко к знахарству, к сельскому, там, сельской медицине, к травничеству. Вот наши бабушки исцеляли там, знали от каких-то болезней, от даже очень серьезных болезней. У нас, например, растет тысячелистник, называется. Так вот, мне говорили в детстве, что это помогает от рака. Вот исцеляли они с помощью этих трав.
то, что знали по-сельски, по-своему. Но целитель никогда не может быть магом. Когда написано маг-целитель, извините. Следующий аспект. Значит, участник битвы экстрасенсов, неоднократный участник и так далее. Неоднократный участник что означает? Пришел возле забора, постоял и пошел. Неоднократно участвовал, правда? И что такое битва экстрасенсов? Для вас авторитет, для меня нет. Ну, я была там, вернулась, я там написала, что я увидела изначально. Я просто боялась, что мои слова переделают. Мои слова вообще не показали. И я была очень рада, если честно. Я не буду говорить, вот меня брали, я не ходила. Нет, меня не взяли. Знаете почему? Потому что увидели, что я самодостаточный человек. Ни клоун, ни артист, не собираюсь под их дудку плясать. А зачем им такие нужны? Потом из каких-то центров были звонки, просили поработать с ними. Да елки-палки, с кем работать-то? С этой шушерой болотной работы, чтобы завтра меня в одну линию перечислили. Поэтому, когда говорят, там, участник битвы, ну ладно, хотя бы пройди там несколько этапов, хотя это тоже театр, если честно. А так, знаете, следующий аспект. Дипломы. Дипломы, какое-то членство, вот это членство сует всем в глаза, я член того, этого. Все члены, одним словом. Вот это дипломы, это, вы знаете, вот такие дипломы я могу распечатать 50 штук на ксероксе, но они мне нужны, зачем они? Мне не диплом важен, правда, а результат. Когда человек приходит к тебе и просит сделать для него что-либо, ему нужно, чтобы это получилось. А если ты будешь ему на стол ложить 50 дипломов, что ты медиум, целитель, не знаю чего, и вообще как можно дипломы выдавать, это, знаете, в советское время было научный атеизм. Как можно доказывать то, о чем ты не знаешь, что ты не видишь, что ты не можешь. То есть ты не можешь доказать ни туда, ни сюда, это аксиома. Ни в эту сторону, ни в ту сторону доказывать невозможно. Это зависит от веры человека, от того, насколько часто человек сталкивался с потусторонним миром в своей жизни. Вот только так можно о чем-либо говорить, а доказывать то, чего мы не видели, это невозможно, да? Точно так же написать в дипломе, что человек медиум. Откуда ты знаешь, он медиум или душевно больной? Мне вот на почту часто приходят из каких-то агентств непонятных там предложений дипломы купить у них. Да, знаете, подавитесь вы своим дипломом, оставьте себе. У наших бабушек дипломов не было. Зато весь народ старался обходить стороной их дом, чтобы, не дай бог, чем-то не обидеть. Так что успокойтесь со своим дипломом, товарищи. Вот приблизительно вот такие вот моменты, когда вы замечаете на этих сайтах, друзья, обязательно отходите в сторону. Вот я уже вам эти аспекты перечислила. И самое главное, посмотрите на работу, посмотрите на человека, узнайте об этом человеке. Потому что если человек силен, обязательно о нем что-то где-то вы найдете, кто-то к ней обращался, к этому человеку. Да? И если на сайте вы видите, знаете, бесконечные там шеренгу черепов, костей, крови, я не знаю, что-то еще, это аферистический сайт. Потому что серьезный человек, ему не нужно вот это выставлять и показывать вам вот эти все кровища, вот эти все вампиры, вот эти мультяшки всякие на аватарах и так далее. Это смешно. Это замануха для дураков. Вот не будьте дураками. Знаете, такая есть поговорка: не будь овцой, и волк тебя не съест. Всего вам хорошего. Удачи.